Всем салют! В этом видео кратко поговорим о новом юните «Стихия огня». Довольно-таки интересный юнит, но довольно-таки узкий, да, узконаправленный. Направлен он на усиление единственной фракции стихии, да. Сейчас мы это увидим. В первую очередь, что у юнита довольно высокая физ-защита, но низкая маг-защита. Нужно на это обратить внимание, да. Вот. Потом его навыки. Первый навык дает ауру, которая увеличивает всем стихийникам урон на 100%. Да, это больше, чем Огр или чем Джин. Но те дают урон всем практически, да, а этот, к сожалению, дает только одной фракции стихии. Вот. Второй навык у него, он наподобие того, как работает паук, применяется, да, то есть если у вас есть, вы, соответственно, ставите этого юнита, к нему ставите стихии, разные стейки, да, и когда они атакуют, наш стихия огня тоже атакует вместе с ними, да, после удара. До 4 раз за ход может атаковать. Ну, то есть у нас 4 стека, да, то есть нужно стараться по максимуму тогда ставить стихию, 4 стека стихии, да, вот как вот у меня стоит все 4. Соответственно, каждый из них походит, ударит, если и наш огненный будет наносить урон. Если же кто-то из наших походит 2 раза, да, ну как бы быстрее израсходуются эти 4 попытки. Но это 4 попытки за ход. Почему нужно использовать, стараться как можно больше стихии огня, да, во-первых, другие, если будут ходить и атаковать, он не будет бить. Это один момент. И второй шанс срабатывания. Шанс срабатывания 20%. Но за каждый стек из фракции стихии он получает еще 15%. То есть у нас будет 4 стека стихии, ну у меня здесь, да, стоит, за каждый по 15, это 60%. Плюс еще свои родные 20, это уже 80%. Если вы еще навык поставите, да, который увеличивает шанс срабатывания, то вообще как бы там он стреляет, ну, каждый ход фактически все 4 шанса будут срабатывать и, соответственно, наносить урон. Плюс у него есть вот 80% родных нанести дополнительный урон, да, то есть сработать по принципу нанести 100% урона еще дополнительно. И плюс, как пасть, да, бездонная, сделать огненную область. Вот можно сейчас вот посмотрим в бою, как это выглядит. Это не тренировочный бой, так сказать, реальный бой с сильным супертопом, который я прекрасно проиграю. Вот. Но зато здесь будет наглядно видно работа нашего юнита, да, то есть вот он походили, и вот он наносит довольно-таки большой урон. Вот, как бы. Но есть из минусов, да, почему-то все как бы идут атаковать только его. Прям он цель номер 1. Вот видите, опять нанес урон. Сработал мораль, еще раз наносит урон. Ну, как бы теперь своя атака. Вот. И все, минус тег, да, то есть отстрелял. Точно так же, как паук сейчас. Точно мы видим работу паука, только паук нет ограничения, да, в 4 выстрела за ход. В этом плане у паука преимущество. Вот, как-то так. Ну вот уклонение тут работает просто, весь бой смотрел, там уклонение работает, как будто я тут паладином сражаюсь. Ой, с Фениксом, рыцарем. Потому что одно уклоняются юниты. Такие вот у нас моменты добавились в игру. Ну, я говорю, что все стремятся именно его атаковать. И за счет этого, конечно, он пока дольше, чем один ход, редко выживает. Но даже за этот ход, как бы, если посмотрим статистику, он нанес, то есть, урона больше всех остальных юнитов, да, то есть 47 миллионов он за один ход нанес. Но и когда играю с равными более-менее соперниками, в основном, чаще всего, он находится на первой позиции, даже наносит больше урона, чем машина, зверь, да, то есть такой неожиданный поворот на данный момент, очень интересно. Также он будет довольно-таки неплохо играть и с лордом стихии, да, но я еще не пробовал с русалкой.
Я у себя еще не ставил, но там у других игроков видел, используют, довольно-таки неплохо себя показывают. Как, ну, будем тренироваться, учиться. Вот. И юнит интересный, да, из особенностей таких моментов, да, как бы вы думаете, открывать, не открывать. Я, к примеру, решил не открывать, ввиду того, что нам дали возможность вот, получить здесь 20 тысяч этих огненных элементалей, да, то есть юнитов. Соответственно, если еще чуть-чуть прокачать, да, вдонить, можно получить еще 20 тысяч. Я вот подумаю, буду, не буду брать, потому что 40 тысяч, ну, их головой хватит для юнита, который нужно всего один стек, ну, как бы, с головой. Почему один? Потому что, когда два, они этот самый, как бы, друг на друга не, ну, если атакуют стихии огня, то второй не будет после него атаковать. И поэтому я не вижу целесообразности, когда ставишь два, один наносит много урона, второй не наносит много урона, да, то есть, соответственно, они не атакуют, ну, то есть, ты ударил, и они оба там бах-бах вдвоем не бьют. Нет, бьет один. Поэтому, как бы, один стек ставлю, ну, соответственно, 40 тысяч хватит. Но если там совсем кому-то мало, ну, можно дойти там, ну, взять еще 40-80 тысяч. Да, это, чтобы настроить 80 тысяч, нужно столько камней. Ну, поэтому вполне хватает. Можно не открывать на самом деле, да, то есть, может, до сокровищ дойду сюда, не все. Ну, подумай еще, у меня сейчас трудности финансовые. Поэтому пока вот остановился на таком этапе. Поэтому я говорю, что можно не открывать, можно взять 20 тысяч, получить и использовать, и играть. Вот такой вот краткий обзор. Более детально мы на стриме поговорим. На этом все. Всем спасибо.